В интервью американскому журналисту Чарли Роузу Владимир Путин назвал распад Советского Союза величайшей трагедией 20 века. Вне всяких сомнений, развал первой в мире коммунистической державы стал наиболее значимым событием второй половины 20 века. Однако нельзя упускать из виду духовное содержание этого события. Библия представляет Бога как Господа истории, который управляет не слепой случай, но его предвечное провидение, а также безошибочные закономерности, созданные им же. Развал империи зла, как назвал страну Советов евангельский христианин Рональд Рейган, был актом Божьего провидения и результатом действующих Божьих закономерностей. Когда исполнилось 70 лет от момента основания СССР, Бог, который неоднократно поднимал свой перст пред лицом богов-диктаторов, вновь написал на стене «Мене, мене, текел упарсим». За одну ночь распалось государство, которое занимало 1/5 часть земной суши, а остальную часть планеты держало в ризах страха перед атомной войной. Справедливый Бог осудил коммунизм, и его замысел заключался в том, чтобы эта сатанинская религия исчезла с лица земли точно так, как это произошло в 1945 году с немецким нацизмом. Однако коммунизм продолжал существовать в сердцах людей, как будто ничего не произошло. Памятники коммунистическим вождям и названия улиц свидетельствовали о том, что Ленин не только когда-то жил, но жив сегодня и собирается еще жить. История, последующая за развалом Советского Союза, напоминает притчу, сказанную Иисусом в Евангелии от Матфея. «И вышел злой дух из сердца человека, но поскольку место осталось незанятым, скоро вернулся, прихвативши с собою 7 еще злейших духов». Спустя четверть века после развала СССР мир обнаружил странный симбиоз старых коммунистических идеалов с еще старшим царским империализмом, имеющим свои корни в Золотой Орде, и даже с постмодернизмом, который выразился в политике постправды и в гибридных войнах, которые осуществляет Кремль. Очень ключевое слово в этом евангельском тексте. Сердце было не занято. Чем же сердце народа должно быть занятым? Обыкновенный евангельский христианин ответит Иисусом или Святым Духом. Я согласен, но Иисус – это Слово, которое стало плотью. И Дух Бога, Творца неба и земли, который носился над водами в момент творения, тоже не абстрактный, но весьма конкретный. Бог создал народы с конкретной структурой и элементами общественной жизни. Один из этих элементов – это национальная идея и национальное сознание, которые обязательно должны быть в жизни любого общества. Святое место пустым не бывает, и природа не терпит пустоты. Если сердце народов бывших советских республик не будет занятым национальной идеей, построенной на библейских принципах, тогда это место займет коммунизм или какая-то другая лживая идеология. Советский народ – искусственный продукт марксистско-ленинской идеологии. Но нации и этнические группы, заселяющие пространство бывшего СССР, натуральный плод исторических процессов, великие семьи людей, рожденные решением премудрого Бога, разрушающего Вавилонские башни. Божий проект, начавшийся здесь в 1991 году, это строительство благочестивых народов. Этот замысел Создателя универсален. Он осуществляется на протяжении тысячелетий, и история западной цивилизации – самый яркий пример такого Божьего проекта. Там, где происходило национальное возрождение, оттуда уходил дух коммунизма. Легко это увидеть, сравнивая количество памятников еще в период до Майдана в национально пробужденной Западной Украине и в национально идентиферентных регионах Востока. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков, говорит пророк Иеремия. Божий замысел заключается в том, чтобы формировать национальную культуру на основании библейского мировоззрения, писать или лоббировать законы, основанные на его заповедях, создавать справедливое государство. Эту задачу может осуществлять каждый на своем уровне, жить по закону, знать и любить свою культуру и историю, говорить на родном языке, быть примерным семьянином, качественно исполнять свою работу, быть грамотным в политических вопросах и поступать ответственно в этой сфере. История – это великая река.
Каждый из нас является большей или меньшей каплей в этой реке. Очень важно, чтобы твоя капля плыла в правильном направлении, туда, куда движется Божий Дух, автор доброй истории. Однако ты, даже будучи христианином, можешь плыть в ложном направлении. Иными словами, можешь дружить с темной стороной истории, поддерживая диктаторов, коммунистическое наследие, точно так же, как и внедряя в церковное сознание неомарксистские идеи постмодернизма родом из Западной Европы. Плывя против Божьего течения, становишься богопротивником. Пока не поздно, найди это течение. Если нужно, развернись и стань одним из творцов его истории.